А ты выбрасываешь вот эти электронные одноразовые ядовитые парилки? Зря. Сегодня я попробую зацепить советскую электронику, а именно вот эту портативную вертушку. Советский матюгальник 70-го года, чтоб на демонстрациях поорать. Также попробую зацепить настенные часы, хоть и питание аккумулятора намного больше, чем нужно. То, что у каждого есть в квартире, пульты дистанционного управления. Ну и напоследок послушаю снэп на кассетном магнитофоне, запитанным тоже от электронных сигарет. Всю эту советскую электронику я нашел либо на помойке, либо на складе, где десятилетиями валялась. Это замечательная аппаратура. Интересно, а работает ли она вообще? Быстренько сниму видео, так как нет времени на большие проекты. Но надо мне на скорячок слетать в Москву. Привет, здравствуй, мой друг. Как ты догадался, сегодня я попробую все это запустить с помощью вот этих убитых сигарет, а точнее литий-полимерных аккумуляторов. А давайте попробуем. Вертушек в своей жизни я видел очень много, но впервые встречаю такого плана, скажем так, портативная вертушка для выезда на воскресные пикники. Вот такое прекрасное название прибора. Электрофон Лидер 205. У кого-нибудь был такой аппарат? На корпусе осталась синяя советская изолента. Видать, советская аппаратура никогда не работала без данного дополнения. Отличный советский пятиконтактный штекер меня очень порадовал. Сам аппарат запитывается от 9 вольт. Это был, наверное, стандарт на то время, насколько я помню. Почти в каждом магнитофоне требовалось 6 батареек. Ну ладно, хватит ностальгировать. Приступим к изготовлению батареи. Вот такое количество у меня электроники для нормальной работы литий-полимерных аккумуляторов. При изготовлении аккумулятора для вертушки я буду использовать БМС на 2 банки. Конечно же, надо подобрать пару используемых электронных сигарет, чтобы аккумуляторы были тоже одинаковые. Но это так, мой вам совет. С разными банками, конечно же, я не пробовал. 17350 на 950 мА, я думаю, будет самое то. Провода от разобранной электроники я никогда не выбрасываю. Зачем тратить деньги, когда есть халява? Запитываю электронику от уже мусорных электронных сигарет. Я не впервые, и все это ты сможешь посмотреть у меня на канале. Начиная от самодельного повербанка и заканчивая электротранспортом. Скреплю я все, конечно же, синей изолентой, чтобы не изменять традициям советского моделист-конструктора. К большому сожалению, у меня нет контроллера заряда на 2 банки. Так что буду заряжать от лабораторного блока питания, выставив правильное напряжение. Конечно же, это неправильно. В следующем кусочке я покажу, как выглядит плата контроля заряда. Поверьте, это очень важная штука. Ну все, блок питания показывает по нулям. Это значит, аккумулятор заряжен. Аккумуляторы зарядились, ну прям по фэн-шуй. Осталось только зацепить эту замечательную потеху. О, Кармен, думаю, само то подойдет, да? Вот так советская вертушка. Пролежала она не 1 десяток лет. Я не ожидал такого, но она работает. Можно еще подиджействовать. Ну что, потеха-то работает. Пора, наверное, по деревне прошвырнуться. Ну а теперь запущу вот этот советский матюгальник. Надо ему около 12 вольт. А это уже БМС на 3 банки. Плюс контроллер заряда на 12 вольт. Вот он, этот классный контроллер. Есть на 2, 3 и 4 банки. И заряжается он от USB. Представляете, вам не нужен отдельный зарядник, например, на 12 или 18 вольт. То есть батарею вы сможете зарядить очень легко. От повербанка. Ссылочки по контроллеру заряда БМС оставлю под видео. Здесь я буду использовать тоже одинаковые аккумуляторы, но уже с меньшей емкостью. Корпус данного источника питания у меня тоже будет состоять из изоленты, очень универсальная штукенция.
Да, кстати, до этого я паял каким-то советским припоем. Не знаю, кто мне дал, но я в восторге вот от этого припоя. Заказывал на Али, похоже, но все равно не то. Так что посоветуй мне какую-нибудь классную марку припоя, чтобы не покупать всякое говно. Ну, в общем, неплохая батарея с электроникой на 12 вольт получилась. Можно еще термотрубку сверху натянуть. Зарядка у меня будет происходить вот от такого мощняцкого блока питания. Собирал я его для запитки шуруповерта. Ну и заодно 2 USB выхода вывел. Где-то у меня на канале тоже болтается это видео. Для проверки зацеплю более мощный мотор. Но по питанию все в порядке. Посмотрите, насколько старые тут платы. Конденсаторы 1977 года. Неужели не придется менять хотя бы конденсаторы? Времени сейчас вот столько. Ну мне же нужно проверить свой гаджет. Проверка, раз, два, три. Уважаемые соседи, я глубочайше приношу свои искренние извинения за испытательный полигон моего матюгальника. Но если вы уже встали, то предлагаю сделать утреннюю зарядку. Stand up, hands on hips, sit down. Да, теперь с этим моралом можно ходить на демонстрации, не так ли? Ну а теперь давайте займемся вот этой электрической отверткой или шуруповерт это какой, не знаю. Нашел я его на помойке. Питание этой отвертки шуруповерта 4,8 вольт. Думаю, что аккумулятора от электронных сигарет на 4,2 вольта вполне хватит. В данном инструменте уже имеется отверстие. Наверное, кто-то что-то тоже колхозил. Хотел от шнура зацепить. А давайте попробую его подсадить на литий-полимерную дурь. Конечно же, с контроллером заряда на одну банку. Данная плата также контролирует и разряд аккумулятора. Но не обольщайтесь. Защита срабатывает уже при нагрузке 3 ампера. Так что в некоторых случаях нужно зацеплять питание прямо от батареи. Ну а тут я уже буду импровизировать, закрепив шурупами от ВХС кассет эту малюсенькую платку. Можно, конечно, было бы залить спермоклеем, но такое удовольствие я оставлю ребяткам с названием DI, которые лепят все на термоклей, тем самым имея бешеные рейтинги. Чтобы в корпусе батареи не бултыхалась, я закину медицинскую резиновую перчатку, послужит как диэлектрик, так и амортизирующее вещество. Как видите, Шура отлично работает, да еще и индикацию видно. В будущем поставлю туда какое-нибудь стеклышко. В общем-то Шура работает. Ух ты, подсветка даже есть. Ну а теперь давайте покажу, какие электроприборы можно зацепить без всяких БМС. Этих сигарет полно валяется на улице. И некоторое оборудование может отработать пару лет. Например, вот эти механические часы, ну они наполовину механические. Для этого нужны тонкие электронные сигареты, чтобы они с легкостью входили в посадочное место. Ну что, попробуем? В этом случае оставляйте провода, чтобы можно было обойтись без всякой пайки. Оставшееся напряжение в аккумуляторе превышает 1,5 вольт. Но думаю, что это не повлияет на работу, ведь часы используют в качестве колебательной системы кристаллы кварца. Если батарея мала, то можно подмотать немножко изоленты. Вот так, без всякой пайки можно зацепить электронику, слегка отогнув контакты. Ну а теперь, что у каждого есть в квартире, а именно пульты дистанционного управления, давайте-ка их подсадим на литий-полимерную дурь. Сейчас я один скрою хирургическим способом, чтобы посмотреть, а насколько же питание самого контроллера. Летом я насобирал целую коробку этих пультов, так что не жалко. Подсмотрю маркировку данной микрухи и бегом искать даташит на просторах интернета. Как я и говорил, рабочее напряжение от 2 до 5 вольт, так что смело можно ставить литий-полимер. Опять же оставлю провода, чтобы можно было с легкостью закрепить. Но не тут-то было. Данная батарея оказалась сильно разряжена, так что требуется небольшая подзарядка. И для этого я использую вот такую платку с крокодильчиками. Очень удобно даже заряжать те же самые электронные сигареты повторно. Кто не знает, как проверить пульт? Да очень просто. Нужно навести на камеру инфракрасный светодиод, и ты с легкостью его увидишь. Ну, как видите, зомбоящик пульт тоже переключает. Короче, гуглите, какая у вас микроха стоит в пульте. Или на край. Уже ставьте диод. Он погасит на полвольта буквально. Ну а под конец хочу запустить вот эту кассетную потеху, потому что у меня есть вот такая запись.
Это редкая модель репортерского магнитофона. На борту у него 7 аккумуляторов по 1,2 вольта каждый. Так что последовательно 2 банки подойдут как-никак кстати. В молодости в селе городского типа под названием Абаза я соблазнял девчонок более продвинутой потехой Вегой 335. В общем, вот такое видео получилось. Нет, я ни в коем случае не кичусь этими классными совковыми игрушками. Хотя, если кому надо, пишите, может, договоримся. Я просто хочу, чтобы вы тоже собирали из этих убитых электронных сигарет аккумуляторы, тем самым спасая планету. Поверьте, эти перезаряжаемые источники еще не раз послужат вашей аппаратуре. Да не только не раз, не 2, а десятки раз. Например, вот эту вот потеху я слушал, пластинок 10, наверное, пока аккумулятор не сел. И это на 2 банках. А орала, так я вообще до сих пор гоняю. Катерина, бегом, бегом, бегом! Открыл 2-й канал, чтобы размещать там коротенькие видео. Например, когда я буду в Москве, буду закидывать туда. Ну зачем здесь сырать общий канал? Так что прошу тебя, пожалуйста, перейди по ссылке и создай там активность. Подписываться можешь, не подписываться, чтобы не засирать свою почту. Буду очень благодарен. Откуда у меня контроллеры заряда, БМС и прочая испытуемая электроника? Нет, не с монетизацией. В России она отключена. А с помощью вот этих замечательных ребят, которые мне помогают на мои будущие самоделки. Спасибо, ребята, большое. Да, я не перестану испытывать эти литий-полимерные аккумуляторы. Сперва хотел поднять вот эту птицу в воздух. Но скоро дрон мне пришлет Александр. Друзья, да и враги, которых сейчас стало очень почему-то много. Не болейте и храни вас Господь. До встречи!